Всем привет, ребят, с вами Ёжик. В этом видео мы продолжаем изучать Create Mod, и в этом видео я расскажу про штуковины. Штуковинами называют любые подвижные части в моде Create. Это могут быть поезда, различные лифты, двигающиеся объекты через поршень или через вращение. Ну, давайте приступим. Первым как раз расскажу про вращение. Мод Create добавляет механический вращатель. Создается он вот так. Он имеет сторону, в которой торчит вал, в котором можно подать механическую энергию, и он будет крутить блок сверху. Сверху у него находится липкая часть. Давайте я отключу блок, сломаю и покажу. Вот сверху липкая часть, на которую крепится любой блок. Этот блок будет вращаться. Нужно кликнуть ПКМ. При этом у него есть три режима. Режим, когда он разбирается только при остановке, когда разбирается только в исходном положении, ну то есть когда он повернут вот ровно на 90 градусов, и разобрать при уничтожении, то есть он разбирается только при ПКМ, либо если сломать блок. Также один из источников получения механической энергии является ветровая мельница. Она крафтится вот так вот, и для нее нужно паруса. Может быть парус ветряной мельницы или рама, или любой блок шерсти. Рама крафтится из паруса, а парус крафтится из андезита, палок и шерсти любой. И если мы сейчас запитаем, как вы можете заметить, крутится только верхний блок и прикрепленный к ней паруса. Шерсть не крутится. При этом так оно уже вырабатывает 1536 энергии вращения. Давайте мы остановим блок. И как же нам сделать, чтобы вращалась вся структура? Полностью вся палка и все блоки шерсти. Для этого есть суперклей. Он создается вот так вот, и у него есть два режима клеения. По КМам просто объединить все, склеить, либо во вторую руку взять и ставить блоки. Так они тоже склеиваются. При этом склеенные уже блоки можно склеивать между собой. Давайте вот склеим. И теперь, если мы запустим, то вырабатывается 2560 единиц нагрузки. Или механической энергии. И следующее, про что я расскажу, это часовой механизм. Он создается вот так вот. У него есть режим, в котором идет сначала часовая стрелка, сначала минутная стрелка, и сначала часовая стрелка, но 20-часовая. Он активируется ПКМ. Склеивать нужно только если вы... Давайте я покажу. Склеивать первые блоки не нужно, нужно склеивать только следующие блоки. Вот. И между собой они не склеены. Если я кликну ПКМ, то он покажет майнкрафтовское время. Вот командный блок, он добавляет 300 тиков при нажатии. И вот минутная стрелка также двигается. И следующий механизм это поршень. Механический поршень. У него есть два вида. Это обычный и липкий. Обычный поршень создается так, а липкий с добавлением слизи. Чтобы они работали, им нужен удлинитель поршня. Его нужно поставить сзади. Запитывается он с боковой стороны. При этом, если он будет с этой стороны, то он будет втягивать в себя, как будто на него подата отрицательная энергия. Если вот здесь поставить отрицательную энергию, ну то есть вверх, начать крутить в другую сторону, он начнет удлиняться. При этом, если с этой стороны поставить механический какой-нибудь источник энергии, он будет вращать его уже в другую сторону, и поршень выдвинется. Я использую здесь реверсивную коробку передач, и по клику рычага он может как и в ту сторону, и в ту сторону. Это обычный поршень. Он только двигает блоки, но не притягивает. А это уже липкий поршень. Давайте немножко ускорим. И он его обратно притягивает. При этом, если на вращающейся или подвижной структуре стоит какой-нибудь блок, который работает от энергии, например, в данном случае это механический бур или механическая пила, то они будут работать. Вот, смотрите. Вот
Тут запитал, вот. При этом, чем быстрее скорость вращения, скорость передвижения самого поршня, тем быстрее он будет ломать блоки. Для этого также нужно суперсклеем склеить их. Давайте обратно протянем. Также есть такой редстоун контакт. Когда два контакта смотрят друг друга вот этой стороной, вырабатывается редстоун сигнал. Здесь я использую также поршень, чтобы показать. Когда они друг с другом соединятся, то колокол издаст звук. И когда они начнут разъединяться, колокол также издаст звук. Как вы видите, он уже на половине получает сигнал. То есть где-то на половине блока он уже будет активен. Следующий блок — это лепетка. Лепетку, если подать с этой стороны, то она будет подниматься. Если с этой стороны энергию вращения подать, она будет опускаться. Но также можно использовать реверсивную коробку передачи. Как только лепетка опустится вниз, по ней можно будет лазить, как по лестнице. И когда она опустится, ее можно сломать. Если ее сломать, то при отключении заново подключения на нее механической энергии она восстановится. Тут склеенный участок земли. Он поднимет сразу склеенный участок земли. При этом, если она не до конца поднялась, ее можно отключить и заново она опустится. Также данный мод добавляет лифтовую лебедку. По сути, та же самая лебедка, которая позволяет создавать лифт. Давайте я вот сейчас продемонстрирую. Это тот же самый рационный контакт. Просто если когда лифтовая лебедка подключается к какой-то подвижной штуковине, в которой есть рационный контакт, и подключен к другому рационному контакту, данный контакт становится лифтовым рационным контактом. Если на него подать рационную энергию, например, через кнопку, лифт приедет к этому блоку. Если вы хотите гайд по тому, как сделать вот похожий лифт или, может быть, чуть-чуть получше, пишите в комментариях. Вот открывается дверь, и здесь я поставил такой вот блок. Это блок позволяет выбирать этаж, крутя колесико мыши. И вот так вот лифт поднимается. При этом скорость лифта можно настроить, подав энергию вращения сверху. Например, вот так он будет ехать уже быстрее. А сам вот этот блок для выбора этажа крафтится вот так вот. Ну и следующий блок, о котором я расскажу, это вот такой вот блок линейного привода. Он крутится, передает просто энергию вращения. При этом к нему можно подать вот такую каретку линейного привода. Создаются они вот так вот. И пока она крутится, данная каретка передвигается. При этом у нее есть липкая сторона, которую также можно приклеить, например, структуру. Вот сейчас я сделал мини-фуникулер. Такая штука, которая ездит в горах и поднимает людей на горы. При этом, если вращение будет в другую сторону, то она поедет назад. И если подать энергию, любую рационную энергию, пока она не доехала, она начнет вырабатывать энергию вращения. Вот сверху будет вырабатываться энергия вращения, и она сама по себе становится. А линейный привод станет более таким красным. Следующим будем использовать линейное шасси. У него есть две вариации: линейное, обычное и вторичное. И, как вы видите, оно не склеено, но если я подам сейчас энергию вращения, то она выдвинется, при этом она без клея. Пока эти блоки стоят рядом и смотрят в одно направление, они как бы склеены. А это вторичное линейное шасси работает точно так же, но не соединяется с обычным линейным шасси. И это позволяет как бы их разделять. При этом гаечным ключом можно выбрать, сколько блоков может максимум прикреплено быть к данному блоку. И если кликнуть блоком слизи, слизневым сгустком слизи, то он поменяет такую текстурку и станет как бы в блоке слизи. Вот в этом. И тогда блоки обычно будут к ним клеиться. Вот если я поставлю, активирую, то вот он его и притягивает, и отталкивает. А если второй раз слизью, то он с обеих сторон станет. Создается оно
довольно просто. Также они взаимозаменяемы, то есть из одного можно скрасить второй. Но это радиальное шасси. Делает все то же самое, но только оно делает в таком круглом радиусе по всем сторонам. Также можно кликнуть блок слизи, 2 раза кликает слизью, и оно со всех сторон будет слизи. Давайте вот сейчас активируем вращение, и как вы можете видеть, 16 на 16 область он крутит. При этом следующий блок находится прямо здесь. Данный блок называется вот так вот. Это блок липучка. Когда на него подан радиационный сигнал, он склеенные блоки или просто один блок может к себе приклеивать. Давайте вот тут я сделал уже склеенную заготовку. Это просто блок дерева. Немножко докрутим. Подадим редстоун сигнал. Вот такой вот партикл слизи означает то, что все склеилось. И как вы видите, вот оно клеится. При повторном подании редстоун сигнала на данный блок он его отклеит. Уже без партиклов. Также я забыл упомянуть то, что любой вот этот парус, пока он разобран, можно перекрашивать. Например, один клик, красит один блок, второй клик, второй. И если пару раз кликнуть, то красится целиком все блоки. Давайте его допустим дальше и вернемся к обзору. Следующий блок это вот такой вот блок вагонеточных сборщиков. Он позволяет собирать блоки вагонеток и как бы на вагонетку наклеивать структуру подвижную, которая будет работать на вагонетке. Для него нужен радиационный сигнал, рельса и сама вагонетка. При этом вагонетку можно ставить любую, как и самоходную, которая работает от угля, так и обычную. Сейчас я собрал такой блок. Он просто ломает блоки перед собой и ставит рельсы. То есть это такой автономный бур. Давайте я его запитаю и гаечным ключом заберу в инвентарь. Вот если его забрать в инвентарь, давайте сейчас я возьму и покажу. Он просто в инвентаре переносите. Если вы его поставите на рельсу, то он будет уже просто как структура такая. И если его толкнуть, он будет даже работать. Гаечным ключом вы можете его обратно в инвентарь. Давайте мы ее положим обратно. И я покажу один блок. Это блок портативно-складской интерфейс. Он используется для того, чтобы доставать некоторые блоки из подвижных структур. Вот здесь я собрал такую структуру. Если со стороны выхода подать редстоун сигнал, то он не будет работать, он не будет собирать. Здесь стоит фильтр, который забирает все, кроме рельс. Рельсы нужны, чтобы он стоял. Давайте положим землю и соберем его в структуру. Как вы видите, они соединились. И сломал бочку, но, как вы могли заметить, в бочке была земля. Давайте сейчас я еще раз это покажу. Вот положу сюда бочку, землю и блок липучку. Подам сигнал, и, как видите, оно все переложило. Ну, а следующее, что поговорим, это то же самое, но с жидкостью. Создается оно вот так, этот так, а этот блок так. И он, по сути, выполняет те же самые функции, но только с жидкостью. Это та же самая структура, только с жидкостью. Вот, как вы видите, 3072 миллибакета воды, уже 6144 миллибакета. Здесь при этом вода уменьшилась. Ну, здесь помпа, она выкачивает в жидкостный бак. Ну, давайте следующее, про что я расскажу, как это вагонеточная сцепка. Вагонетки можно сцеплять между собой вот таким предметом. И они будут как бы вместе ехать. Создается он так. И теперь, если я толкну любую из этих вагонеток, то другая вагонетка просто вместе с ней толкнется. Вот давайте толкну. Сломаю немножко блок. А я его не столкну из-за того, что здесь оно как бы под структура. Давайте тогда поставлю просто рычаг сюда и рычаг сюда. Запитаю. И теперь давайте я даже заменю на самоходную вагонетку для наглядности. И также блок, этот предмет сцепки. Запитываем, цепляем. Теперь подадим туда уголь. И она поедет. Как вы видите, она ставит, блоки ломает. А та не едет из-за того, что... Давайте сломаем, а та не едет просто из-за того, что она криво склеена. И не может поставить блок рельс. Ну, ладно. И
осталась самая последняя вещь. Это, как я уже говорил ранее, работа некоторых других механизмов, подключенные на подвижным структурам. Здесь механическая пила, подключена к ней бочка, и при активации она спилит дерево. Вот мы ее активируем, и она довольно быстро спилит целиком все дерево. При этом, чем выше скорость поршня, тем выше скорость добычи дерева. Ну и сейчас мы ее обратно притянем. Здесь давайте повышим немножко скорость. Если активирую здесь, он очень медленно копает это дерево. Но он его целиком не сломает. Чтобы он его целиком сломал, ему нужно, чтобы уже были сломаны остальные блоки дерева. И он добыл последний блок опоры. И тогда он добудет все дерево целиком. При этом все дерево, которое он добыл, переместится сразу в бочку. Вот. Все в бочке. Давайте мы ее назад. Ну, то же самое вот с фермой. Это плуг. Он используется для добычи рельс, снега и вспахивания почв. Вот. При этом, чтобы он у вас, когда доезжал до конца, не превращал обратно в землю, тут стоит сам последний режим движения при уничтожении опоры. И здесь то же самое. Здесь просто вот такие блоки. Давайте сейчас высадим картошку. И по-быстрому ее до последней стадии вырастим костной мукой. Вот оно выращено. Теперь мы ее используем, как вы видите. Он ломает и траву тоже. И теперь, когда он доедет до конца, мы откроем и увидим то, что вот он картофель. При этом картофель он сажает автоматически после. То есть все, что он добыл, он после себя засаживает обратно. И теперь я расскажу про то, что будет в следующем видео. А в следующем видео я расскажу про то, как создать вот такие поезда. И, в общем, про создание железных дорог в моде Create. Но если вам понравился данный видеоролик, поставьте лайк, напишите комментарий, чего бы вы хотели увидеть в следующих видео. С вами был Ёжик, всем хорошего времени суток.